Сегодня 20 апреля 2026 года, и, возможно, вы подумаете, что я в Амстердаме, но нет. Всех приветствую из Одессы. Вот на секундочку, у нас даже фонари есть красные. Привет, привет. Меня подвели синоптики, обещали нам дождь ближе к вечеру. Сейчас обед, и начинает все капать. Вот наш дюк, и сейчас покажу вам достаточно спорное место, которое здесь недавно появилось в историческом здании в самом центре города. У нас появился новый 10-й Макдональдс в Одессе. И здесь на выходные вчера, позавчера была просто огромнейшая очередь. Пишите, как вы к этому относитесь. Это интересно. Я же говорю, кому-то нравится, кому-то не очень нравится. Но плюс Макдональдса в том, что они всегда во многих странах мира, кстати, и в Лондоне, и в Нью-Йорке открывают в историческом центре свои рестораны, но они всегда не портят фасады. Посмотрите, все в цвет и, в принципе, даже украшает. Я помню время, когда здесь был ресторан. Это было очень давно, а потом он почему-то закрылся. Ну и сейчас, видите, люди... Посетителей тоже есть. Вот это 23:00. Смотрите, как здесь внутри интересно все под навесом сделали. Очень красиво. И посмотрите, какая дверь Макдональдса. Это самая красивая дверь Макдональдс в Одессе. Сейчас покажу, какое есть меню. Вот. Так. Вот, допустим, что мы посмотрим. Картошка фри сейчас почем. Видите, вот такие у нас цены в Макдональдсе в Украине. Так, Мак-меню. Это то, что чаще всего обычно люди заказывают. Напитки. Даже вот сакура есть. И бургеры. О, дабл чизбургер. Я больше всего люблю дабл чизбургер. 129 гривен. Ну, а так он выглядит внутри. Все красиво. Все аккуратно. Тык. Все. Красота. Також запрошую на екскурсію. Запрошують всіх на екскурсію. Єврейська, масонська, літературна. И котик всех тоже приглашает на экскурсию. Фуникулер у нас не работал. И я сейчас вижу, что здесь как будто что-то открылось. Открыто, но вижу, можно купить сникерс, баунти, чай, кофе и различные напитки. Ой-ой-ой, авария. Так уже мне хочется показать Приморский бульвар во всей красе. Конечно, для этого не хватает увидеть нашего дюка. Уже столько лет он стоит в этих мешках с песком. Это сделано для того, чтобы при обстрелах он не пострадал. Это ценный памятник для города. Это самый первый памятник в Одессе. И чтобы его установить, горожане сами собирали деньги. И в последнее время журналисты бьют тревогу, что уже его пора открывать, потому что из-за того, что мешки набрались влаги, и он стоит в них достаточно много, памятник может повредиться, что-то там может покрыться коррозией и вообще может деформироваться. Ну, не знаю, насколько это правдивая информация, я в этом не разбираюсь, но дюка бы, конечно, хотелось увидеть. Очень больно смотреть на все, что напоминает ежедневно о войне. Я почти внизу Потемкинской лестницы. Сегодня у нас была тихая ночь, хотя для одесситов тихая ночь после таких долгих обстрелов уже по-своему страшно. Вот, потому что в любой момент может что-то прилететь. Сегодня был тихий день, еще не было, по-моему, воздушных тревог. Поэтому я решилась и спущусь в Греческий и в Стамбульский парк. Они расположены возле моря, совсем рядом с морвокзалом. Поэтому я сюда очень редко приезжаю, потому что если обстрелы, то очень можно испугаться, потому что, сколько это возле моря, будет громко. Но здесь очень красиво, и это прекрасное место для прогулок в Одессе. В парке сегодня никого нет, было пару человек, и то они уходят. Мне не очень нравится такая атмосфера, когда никого нет, как-то страшновато, поэтому надолго я здесь не задержусь. Как распогодилось, просто сказка.
еще эти парки не так прекрасные, как попозже, потому что нет в них никакой зелени. Пойду еще в Стамбульский. Так, в Стамбульском парке повеселей. Фонтан, конечно, закрыт на реконструкцию. На ремонт, неправильно сказала. Капитальный ремонт, вот написано. Этот парк подарил Одессе город-побратим Стамбул. И спасибо ему большое. Зрители со Стамбула, вам большой привет. Пишите, смотрите ли вы это наше видео. Нам будет приятно. Водичка. Есть ли водичка? А водички нету. Поняла, почему он не работает, наверное, потому что здесь перекрыли все водоснабжение из-за ремонта вот того фонтана. Возможно, поэтому. Но я, когда здесь была пару месяцев назад, люди набирали воду в бутылочке. Так что ждем, пока починят. Слушайте, как поют птицы. Уже я вижу такую красоту, и она так низко. Это магнолия. Я как будто где-то в раю, а не в Одессе. Как будто где-то за городом, я имела в виду. Вау, какая красивая магнолия. Какая магнолия. Нереально красиво. Просто вау. Я не могу налюбоваться. Мне даже не хочется отсюда уходить. Боже, это будет так красиво. Голландские тюльпаны украсили Одессу. Посмотрите, здесь тюльпанами высажено сердце. Они еще не зацвели, но буквально на днях, я надеюсь, уже к этому времени потеплеет. Знаете, что самое грустное, что не все люди умеют ценить эту красоту. Вот недавно на днях зашла в фабрики и прочла, что нашлись у нас городские деятели, которые решили нарвать этих тюльпанов и сорвали почти всю клумбу. Ой, что вам сказать, не нужно этого делать. Я понимаю, что, возможно, любимой нужно было срочно подарить цветы, но лучше поднапрячься, заработать и их купить, а не обрывать городские клумбы. Все-таки сейчас сложное время. Цветы, весна очень нам помогают справиться со стрессом. Дождь закончился, и даже немножко вышло солнышко. Сейчас гуляю по Приморскому бульвару и хочу сказать, что в этом году настолько холодная зима, что конец апреля, а деревья еще только начинают зеленеть. Хотя у меня есть видео с 24-го года, уже в этот период было все очень зеленое, как летом. А в этом году погодка немножко нас подводит. Всех запрошують на экскурсии. Так, здесь цены на экскурсию можете ознакомиться. И, в принципе, какие есть экскурсии. Ну, сейчас экскурсии на маяк нету, по-моему. Хотя это была интересная экскурсия. У меня даже где-то фотка есть. Я была на маяке. И там, правда, стоило бы съездить. Надеюсь, война скоро закончится. И мы сможем с вами посетить это место. Видите, как затягивает тучи над городом, затягивает небо над городом. И сейчас я уже прям чувствую, как пойдет снова дождь, поэтому нужно быстрее уезжать. У нас много прекрасных зрителей, у нас много замечательных друзей появилось благодаря каналу. I dziś chcę przekazać pozdrowienie dla widzów z Polski i personalne pozdrowienie dla Ciebie, Grzeszku. Grzeszku, dziękujemy Ci bardzo za prezent. Jest nam bardzo, bardzo miło i oczywiście życzymy dla Ciebie dużo zdrowia и wszystkiego najlepszego. Приветик из Одессы. Вот так сегодня живет Одесса, и так сегодня живут одесситы. Побольше бы нам таких мирных и тихих дней и ночей, как сегодня. Желаю всем хорошего настроения и всего самого наилучшего. Наслаждайтесь весной. До встречи в следующем видео. Пока-пока.